Друзья, программа «В Прованс» разработана. Мастер-класс с 29 июня по 4 июля. 6 рабочих дней. Группа WhatsApp создана. Присылайте заявки, я вас включу в группу. Будем там общаться и решать все подготовительные вопросы. Игорь Творогов посмотрел работу на выставке в этом видеовыпуске в прошлом. И не очень понял, для чего так рьяно копируют ваш стиль и видение в своих работах ваши ученики. Прямо сложно отличить издалека, где их, а где ваш. Это издалека, тем более вы же не живьем смотрели. И задумался, стоит ли фабриковать целую армию себе подобных. Ведь теряется индивидуальность холстов и самобытность произведений живописного искусства конкретного художника. Ведь если картина Маши Даши по стилю письма идентична вашей манере, то ценность, на мой взгляд, значительно снижается. Или вы так не считаете? Выставка очень интересная. Спасибо, Игорь. Я считаю, что когда человек учится писать, он копирует любимых художников, стили, изучает их, изучает в деле, пробует так, пробует просто примерить на себя эту одежду. И поскольку у нас формы разные, эта одежда то коротка, то велика, то мала, то велика. Как-то одна дама знакомая хотела купить автомобиль, и я спросил, какую машину ты хочешь? Она синенькую. Это все равно, что вот говорить о качестве автомобиля, только потому, что они на 4 колесах все и ездят, в общем, по дороге вперед и назад иногда. Я лет 8 назад был приглашен как фотограф снимать автомобильный салон. В Москве проходил. Я приходил на работу, пораньше, еще до открытия выставки, и видел, как китайцы под Хондой, я Хонду, снимал, под Хондой, лазили под всеми машинами Хонды, открывали двери внизу, снимали каждый винтик фотоаппаратами. Просто представляете себе, человек, я не знаю, может быть, 4 под машиной, везде лазят, открывают, все снимают. Руководители Хонды не сопротивлялись. Даже если они сняли и все начали делать у себя там в Китае, Хонды не получится, будет другая модель. Все другое будет. Есть даже понятие китайское качество. Вот оно всего касается. Берешь что-нибудь, сломается, железо ржавеет. Посмотрите. Я недавно увидел китайскую машину, проезжал, просто все ржавые. Ничего не имею против, может быть, сейчас уже есть и хорошие какие-то. Но наверняка, Игорь, если бы вам предложили выбрать между японской и китайской, вы наверняка выбрали бы японскую машину. Нет 2 одинаковых людей. Да, у всех голова, 2 руки, 2 ноги, а выглядят все по-разному, говорят по-разному, пишут, думают, мыслят. И стало быть, мышление разное, как бы ни копировал, все равно будет своя дорога, все равно из твоего печатного станка выйдет другая живопись. Так что я на этот счет не переживаю. А учиться, как еще учиться? Да, копировать, да, пытаться понять, как это устроено. Собственно, на классах я это показываю, и вы пишете, и рождаются ваши картины, вашего стиля, но с пониманием того, как это сделано. Так что понимание пусть будет формироваться через копирование, нормально. Речь шла о выставке, которая сейчас проходит в арт-пространстве «Коробка», Автозаводская, 18. 2-й этаж, Москва. Приезжайте. Она будет работать до 21 мая. Продолжается история с намеками недвусмысленными на желание близости от натурщицы. Лео Агутин пишет, да, ситуация обратная. Важно только дело, живопись. Как раз спрашивал совета, что если заказывают портрет, начинаются неуместные, мешающие для работы намеки и разговоры. Кстати, можно надеть наушники и сказать, что я сейчас, когда работаю, пожалуйста, никаких разговоров. Я слушаю Баха, например, или английский язык. Я когда иду заниматься спортом, я слушаю английский язык у меня, я изучаю его. Конечно,
это будет сложно тогда писать. Лучше какую-нибудь музыку поставить, погромче, чтобы она слышала. Да я думаю, быстро человек замолкнет, если почувствует, что ответа нет. Можно даже ничего, никакие наушники не одевать. Просто сказать, что вот мы работаем 45 минут, и я в молчании прошу вас. Или не приглашать такую модель, которая слишком намекает на разговоры вас, вытягивает, да? Май Борисович, не попади в цвет, но попади в тон, и будет тебе счастье. Чистяков, примерная цитата. Я иногда смотрю через красное стекло. Ну, хорошая идея через красное. Ну, а если, например, вы пишете на закате, или какой-то такой, все в красном, то все будет одного приблизительно тона. Ну, такое редко бывает. В принципе, с красным стеклом хорошая идея. Даже фотографы еще давно, когда фотоаппараты только появились, использовали красное стекло. Ну, черно-белые же были фотографии, кто знает, кто постарше помнит. Красный фильтр накручивался на объектив, и снимали. Получались очень интересные фотографии. Интересная идея, но щуриться достаточно. Сильно прищурился, и, в принципе, мало света на сетчатку попадает в глаза, и видно хорошо тон. Татьяна Николаева, у нас хорошая погода, очень хорошо. И у нас тоже ничего. И, наконец-то, все совпало. И я ходила на пленэр несколько дней подряд. Опа. В первый взяла зонт. И малейший ветерок его сдул. Да что ж такое за зонт? Сломал. И рисовала на солнце. И все цвета исказились. Во второй нашла навес. Рисовала в тени. Отлично. В третий в тени дерева. Вроде как в тени выходит сохранять яркость, но тоже как будто есть искажение. Солнце же подсвечивает, и яркая картина в помещении блекнет. Вот то, о чем я говорил. Как же все же нужен зонт или другая тень? Другая тень. Зонт нужен, но такой, который не ломается. Ну, профессиональный, конечно. Я, извините, просто здесь, может, в России не очень делают. Я покупал 2 зонта, один в Калифорнии и другой тоже, на Амазоне, amazon.com. Ну, я могу выложить, как он называется, а вы попробуйте все-таки, может быть, заказать через какую-то страну. Очень хороший зонт. Один тот, который из Калифорнии, первый я подарил Бато, а вторым пользуюсь. Он такой жесткий, выдерживает порывы ветра, серьезный. Ну, нет зонта. В тень. Ничего страшного. Главное, чтобы на холст не попадали вот эти зайчики. Я уже говорил, и на палитру тоже, где замешиваете краски, иначе будет очень сложно писать. Юзер опять интересует способы крепления нескольких холстиков на планшет. Видела у многих художников, у вас видео, просто малярным скотчем? Да. А если будут несколько холстиков на картоне, их тоже можно крепить к общему планшету? Конечно, вот малярный скотч, небольшой, ну тут 20 миллиметров, наверное, ширина, малярный. Вот у меня такие планшеты, ну, разных размеров. Собственно, вот он, крепление, вот оно. Вот, отставляете тут небольшой такой вот 5 миллиметров от края на каждом холстике. Это потом будет только удобство, когда вы будете уже наклеивать их, ну, на ДВП или на пенокартон. Вот, собственно, холстик вот какой, с такими краешками, бортиками. Ну, допустим, он будет у вас из холст на картоне, да, ну, конечно же, им же и приклеили разных размеров, ну, допустим, 2 тут каких-то поместится. Ну, вот такая система. Так что очень удобная.
После этого ролика предлагаю посмотреть «Живописная апатия». 578 выпуск. Очень актуальная тема.